Привет, фанаты BTS. Сегодня последнее заявление Ким Тэхёна из BTS потрясло общественное мнение. Резкое признание, произнесенное спокойно, но оставляющее большие вопросы, что на самом деле произошло между Тэхёном, Чингуком и лейблом HYBE? Почему имя Чингука было явно упомянуто в контексте неопределенного будущего? И почему, находясь в центре внимания всего мира, Чингук решил не говорить ни слова? Эти вопросы больше нельзя считать просто домыслами фандома. Впервые HYBE, гигантское агентство, в котором размещаются BTS, выступило с разъяснениями. Но вместо того, чтобы прояснить ситуацию, их ответ на самом деле вызвал более сложную и эмоциональную реакцию общественности, особенно ARMY, которые всегда полностью доверяли внутренним отношениям группы, которые считаются непоколебимыми. Заявление Тэхёна было сделано в ходе ограниченного интервью после его военной деятельности. Это не было написано агентством, никаких фильтров, никакой цензуры. Он говорил так, как будто слишком долго сдерживался. Его предложения были прямыми, твердыми, но содержали слои смысла, которые СМИ и наблюдатели отрасли все еще пытаются разгадать. Я могу только надеяться, что он продолжит выбирать свой путь, даже если его путь больше не с нами. Это было заявление Тэхёна о Чингуке. Заявление появилось из ниоткуда. Без какой-либо приманки, без какого-либо рекламного контекста, без какой-либо публичной повестки дня. Для многих это был жесткий код, знак того, что за кулисами южнокорейской индустрии развлечений, особенно в HYBE и BTS, происходит что-то большое. Тот факт, что Чингук еще не дал ответа ни публично, ни через свои личные платформы, такие как Weverse или Instagram, только добавляет домыслов. Многие фанаты связывают это с молчанием Чингука в последние месяцы, особенно с тех пор, как он завершил продвижение своего сольного альбома и начал свою военную службу в очень приватной обстановке. Однако самым удивительным было не заявление Тэхёна или молчание Чингука, а официальный ответ, который HYBE наконец-то выпустили. В письменном заявлении для местных и международных СМИ HYBE заявили, что комментарии Тэхёна отражают его личные взгляды и не представляют собой текущее внутреннее решение. Хотя это казалось дипломатичным, многие восприняли это как тонкое отрицание обоснованности опасений Тэхёна. Попытка разрядить потенциальный кризис общественного доверия. В заявлении даже не упоминалось имя Чингука. Поэтому главный вопрос. Если нет никакой серьезной проблемы, почему HYBE посчитали необходимым предоставить такое тщательное разъяснение, почти как ходить по минному полю? Это признак того, что есть что скрывать? Или это просто еще одна форма внутреннего конфликта общения, который слишком долго замалчивался? Несколько аналитиков индустрии развлечений говорят, что происходящее — это не просто обычное напряжение между участниками, но и отражение более масштабной динамики. HYBE находится в решающем переходном периоде. Пытаясь сохранить идентичность BTS среди обязательной военной службы, сольных проектов и неопределенного будущего группы. С Джином и Джей Хоупом, вернувшимися с военной службы, в то время как остальные 4 участника все еще находятся на действительной службе, HYBE ступает по зыбкой почве. В таких условиях даже небольшая трещина может перерасти в настоящий кризис. Многие подозревают, что заявление Тэхёна связано с обсуждением продления контракта BTS, о котором еще не было объявлено общественности. Их последнее продление контракта было в 2018 году. Поскольку время еще не прошло, индустрия и ARMY ждут официального сигнала о том, что 7 участников продолжат двигаться вперед вместе. В этом контексте заявление о неопределенном будущем — это не просто личное излияние, но и раннее предупреждение, которое нельзя игнорировать. Что делает эту ситуацию еще более интересной, так это тот факт, что заявление Тэхёна прозвучало вскоре после слухов о том, что Чингук рассматривает независимый творческий путь после своей военной службы. Хотя слух был подавлен из-за отсутствия подтверждения из надежных источников, теперь он снова всплыл. Более того, глобальные проекты Чингука до его военной службы в основном управлялись командой вне HYBE. Это вызывает подозрение, что Чингук проверяет возможность карьеры за пределами старой системы, в которой находились BTS.
Но больше всего фанатов потрясло то, как все это развернулось без предупреждения, без подтверждения и без открытого общения между участниками. ARMY, которые годами были свидетелями непоколебимого братства BTS, теперь столкнулись с возможностью того, что даже в рамках братских уз направления и цель могут измениться. Теперь возникает вопрос. Это начало конца? Или это перерыв, который приведет к новой форме сотрудничества в будущем? Плоское и бесплодное разъяснение HYBE только еще больше встревожило общественность. Отношение агентства, которое, кажется, игнорирует опасения Тэхёна, поднимает новые вопросы. Если это всего лишь личное мнение, почему оно высказывается в столь деликатное время? И даже глубже. Почему Тэхён, который, как известно, очень избирателен в общении со СМИ, решил открыто высказать свои опасения, а не оставить это для внутреннего обсуждения? Мы должны рассмотреть более широкий контекст. Тэхён не просто участник BTS. Он также является одной из самых громких фигур в защите художественного идеализма среди коммерческого давления индустрии К-поп. Во многих предыдущих интервью он часто подчеркивал важность честности в музыке и свободы выражения. Поэтому, когда он внезапно упоминает Чингука в контексте неопределенного будущего, это не просто эмоциональное заявление, это сильный сигнал об изменении внутренних ценностей, давлении или даже стратегическом решении, которое не согласовано между собой. Напротив, молчание Чингука – самый мощный элемент, который сотрясает восприятие. Как самый младший участник BTS, Чингук известен своей честностью, открытостью и отзывчивостью к ARMY. Однажды он плакал на концерте, потому что чувствовал, что не заслуживает больше похвалы, чем другие участники. Он известен как человек, который не может скрывать что-то важное от своих поклонников. Поэтому, когда он решил не отвечать, не намекать, даже не показывать никакого публичного выражения после заявления Тэхёна, ситуация перешла от простой тайны к коллективному психологическому давлению на поклонников. Главный вопрос кристаллизовался. Действительно ли Чингук находится на важном перекрестке в своей жизни? Тэхён косвенно предупреждает нас о том, что за кулисами происходят большие перемены. Несколько источников в отрасли, попросивших не называть их имен, заявили, что внутренние обсуждения будущего каждого участника BTS ведутся уже довольно давно. Хотя об этом никогда не сообщалось явно, несколько внутренних сотрудников признали различия между личным видением Чингука и долгосрочными планами HYBE относительно BTS как группы. Говорят, что Чингук хочет больше экспериментировать в международных жанрах, заниматься кросс-жанровым сотрудничеством и не всегда быть привязанным к истории бывшего участника BTS на каждом шагу. Это серьезный вызов для HYBE. Брендинг BTS как целого на протяжении более чем десятилетия является одним из их величайших активов, как в экономическом, так и в плане репутации. Заявление Тэхёна, похоже, придает законность предположениям, которые циркулируют только на интернет-форумах. Что важные решения относительно будущего каждого участника не всегда принимаются с полным пониманием. И если кто-то вроде Тэхёна, который известен своей преданностью, спокойствием и внимательностью, сказал что-то подобное, то это уже не совпадение. Это реальность, которую рано или поздно нам всем придется принять. BTS могут не вернуться в том же виде, что и раньше. Общественная реакция разделилась. С одной стороны, многие ARMY проявили исключительную зрелость, выразив полную поддержку любому жизненному выбору Чингука, включая его решение уйти в сольную карьеру навсегда. Но с другой стороны, есть также чувство разочарования и гнева, очень человеческая реакция на HYBE, который считается непрозрачным и слишком пассивным в совладании с эмоциональными потрясениями миллионов фанатов. Это уже не просто вопрос информации. Речь идет об эмоциональной безопасности, о том, что связь, которая, как считалось, была такой сильной, может измениться в любой момент, без предупреждения. Наблюдатели южнокорейской поп-культуры видят эту динамику как кульминацию главного противоречия в индустрии идолов. Артисты должны расти, меняться и находить себя. Но в то же время они также обременены ожиданием поддержания повествования о вечном единении, которое было продано публике с самого начала.